Всем привет, меня зовут Сергей Нео, и вы на канале Не Ноль. У меня на канале очень много и часто применяется сварка, очень много подписчиков интересуются сваркой, и я сам фанат тик-сварки, поэтому я не мог пропустить это мероприятие. Я сегодня приехал на Росвелт. Я надеюсь, что там найдется что-то интересное, потому что, например, моему сварочному аппарату уже более 10 лет, и хотелось бы его на что-то поменять. Меня сюда пригласили, и я очень надеюсь, что то, что мне обещали показать, будет очень интересно. Ну а в целом пройдусь по всему, покажу, посмотрю. Так что не переключайтесь и подписывайтесь. Ну и первые знакомые, которые встретились на этой выставке, это компания StartWeld. Я сюда приехал посмотреть их маски. Что для гаража, для мастерской можно интересного посмотреть и приобрести. То есть ценовой диапазон достаточно маленький, но качество достаточно хорошее. Вообще компания StartWeld занимается не только сварочным оборудованием, а производством сварочных масок. И, в принципе, мы покрываем полный бюджет любого человека. Начиная там от бытовых масок там, от 300 рублей, заканчивая самыми дорогими масками до 50 тысяч рублей. В доступности для людей, в принципе, хорошая маска с хорошим набором опций, в районе 2500 рублей можно найти шикарную маску. Если немного добавить, можно уже получить с дизайнами. Я вот смотрю обычно маски в пределах до 10 тысяч рублей. То есть самое главное, чтобы они очень хорошо работали с тик-сваркой. С тик-сваркой как раз есть несколько вариантов, которые, в принципе, достаточно добротно сделаны и подходят. К примеру, из профессионального класса есть маска Argon. Это, получается, такая золотая середина, легкая маска с 4 датчиками. То есть переключение режимов работы 5.8, 9.13.1, в светлом состоянии режима шлифовки это 3.1, что дает более комфортную работу, в принципе, для работы в осмотре изделий. Хороший каркасный наголовник с мягким затылочным обтюратором, сменная батарея, все регулировочки, плюс режим шлифовки от 9 до 13 и от 5 до 8,1. А по оптическому классу фильтров? 3 отнерки, 2. Да, вот. 4 единицы, это у нас уже более дорогая серия, вот 2 маски. А какой ценовой диапазон там? Самая наполненная маска со всеми выдающимися 180 обзор, стоит она 10 700. Ну, это вполне прилично. То есть его обзор 180 градусов, все 3 светофильтра, она с синергетическим управлением, то, что дает подстроиться практически под любые виды сварки. Вот, цифровое управление, и есть режим сохранения настроек для маски. То есть, и, соответственно, сферическое стекло, которое все это закрывает, защищает. Вот, и все эта тема загружена еще 2 мощными батареями CR2450. Его следующий собрат уже более попроще. Это Digital X Pro. Цена его 5700. У него нет уже синергетического управления, но он также с цифровым управлением, также имеет мощные батареи. Размер смотрового окна у него 100 на 50. Тут больше. Вот. И также имеются все регулировки. Вот эти 2 маски, они 4 единицы. 4 единицы, да. Да.
Следующие маски, которые людям, которые нужны вообще в принципе, ну не хватает денег, ну охота тиговскую маску, но режим работы от 9 до 13 дней в среднем. То есть это маска Optima S и Optima R. Это как бы маски начального уровня получается. Да, начального уровня. Именно для тик-сварки. Вот они, две серии. Также в продаже имеются в обычных цветах. То есть в таком исполнении красные, синие, черные. Тут все очень просто, все очень легко. 4 датчика, основная задача. Вот. Все регулировки, сменные батареи, но нету режима 5-8 дин. Вот. Но в светлом состоянии он также работает 3 дина. Я, честно говоря, настолько слепой стал, я только в 5.8 все вижу. Да? Вот как бы вот так. Остальные маски больше бытового класса, это ручная дуговая сварка, полуавтоматическая сварка. Вот. Для них, для режимов этого в принципе достаточно. Там уже ценовой диапазон. Ну, если с автоматическим, ну, начиная от 1000 рублей, то там до 2500 рублей, в принципе. Ну, в зависимости, что люди, да, то есть, что хотят. А где они продаются в России? Продаются везде, в маркетплейсах, можно заказать у нас на сайте, на startwell.ru. Вот. Вся номенклатурная база, матрица, вся там. Гарантия год на маске. По сменным стеклам есть внутренние и внешние, сами делаем, нарезаем. Вот. Все это в доступе. Ну, по маскам вопрос полностью закрываем, даже наголовники отдельно продаем, потому что люди запрашивают. Да. Вот. Ценовой диапазон, что-то, ну, самый дорогой маски, вот этот наголовник, не соврать, это в районе 300 рублей. То есть доступно, вот. Да, остальные что-то там 180-200 рублей. Стеклышки потеряли. Есть диоптрические линзы. То есть можно их поставить. Ну, да ладно, то есть очки не надо носить? Да. Они плюсовые. Это для меня. Вот, диоптрические линзы вставляются. У нас даже в самых бюджетных масках, даже... А сколько эта опция стоит? Ой, стеклышко что-то в районе 400 рублей, уж, грубо говоря. Ну, примерно так. Вот. А они идут от плюс единицы до плюс 3. Потому что единственное место, где надеваю очки, это маска, потому что так иначе я в очках ничего не вижу. Вот она и есть диоптрическая линза, то есть она выглядит вот так. Все очень достойно. Вот так она выглядит. Да, класс. Ну и вот вставляются. Это она ставится во все эти маски, да? Да. Он идет с педалью. В комплекте, да, там и педали, Да. редуктор, говорят. Да. Две горелки идут. Суперфлексы, да? Да, оба суперфлексы 9 и 26 горелка в комплекте, редуктор, педаль. Вот. Такая машина. О, ЭВМ. У меня у моего ученика, который превзошел учителя в 1000 раз, он себе купил такой за 300 тысяч. Вообще вещь. Слушай, один сварок еще видел. Там никого нет. Ну и вот только я добрался до стенда своей любимой фирмы, как оказалось, что на ней просто ничего нет. Ну вот как-то не представили они, решили, что не стоит показывать свои достижения на сегодняшнем рынке. К сожалению, значит, не суждено мне поменять свой аппарат на сварок еще раз.
На самом деле, вот реально в такое время можно было бы такие выставки делать как можно по маленькой кто хочет, цене участия. найти. Да, для того, чтобы хотя бы хоть как-то увеличить охват. Говоря, Слушай, ну вот на роботов посмотреть, это единственное, кажется, достижение этой выставки. Ну а с другой стороны, сейчас выгодно вот это продвигать, потому что опять-таки люди же ведь, ну в смысле не люди, а предприятия начинают преобразовываться. Конечно, им важнее вот это, чем ручные аппараты. Но вот эта фирма, как всегда, продвигает свое оборудование в интернете и сделала очень правильный шаг, разместила свои аппараты у крупных блогеров, которые занимаются сваркой. Ну и, в общем-то, каждый о ней, наверное, слышал и знает. Если бы их не было у этих блогеров, я бы никогда в жизни не узнал, что есть такая Сибора. Поэтому смысла о нем рассказывать никакого нет. Ну вот такие хорошие аппараты. Я думал, будут какие-то красивые девушки, которых я поснимаю для общих видов. А получились красивые роботы. Но сделал я 3 круга по этой выставке. Честно говоря, смотреть здесь кроме роботов особо нечего. И добрался я до главного своей цели сегодня. Это вот этот стенд. И что мне в нем понравилось, сейчас покажу. Меня очень привлек вот этот аппарат. Вот эта малютка, которая, в принципе, повторяет хороший профессиональный аппарат по своим качествам и свойствам, но она такая маленькая, и сейчас я попытаюсь о ней рассказать. Немецкая марка RAM, модель Tiger 230 AC/DC. Значит, машина представлена в переменном постоянном токе, самая легкая в своем классе, вес 7,9 килограмма. ПВ 100% при токе 160 ампер, ПВ 60% при токе 180 ампер и максимальный сварочный ток 230 ампер. Оборудование полностью русифицировано, имеет отличный функционал и помощник по предварительным настройкам. Для примера выбираем алюминий, выбираем угловой шов, устанавливаем толщину свариваемого материала. Возьмем для примера 3 мм плюс 5 мм. Нажимаем «Перенять». Оборудование настроено и готово к работе. Предварительные настройки, которые рекомендую, это аппарат 180 ампер, без импульса, переменный ток. Режим форма кривой переменного тока прямоугольник. Частота автоматически устанавливается в зависимости от тока. Баланс 65 на 35. 65 отрицательная составляющая, 35% положительная составляющая. Аппарат имеет минимальную силу тока, сварочного тока 3 ампера. Также для сварки материалов аустенит, стыковой шов, помощник минимально сможет настроить оборудование для сварки толщины 0,5 плюс 0,5 мм. Нажимаем «Перенять». Значит, рекомендуемая работа в частоте 17500 Гц, 25 пиковый, 15 ампер базовый ток. И самый важный параметр, который помогает нам обеспечить плавное зажигание дуги без оплавления кромок, это энергия поджига. С уменьшением толщины металла энергия поджига снижается. Также при сварке алюминия очень удобно, что когда алюминий грязный, большая оксидная пленка существенная, мы можем дополнительно добавить энергии поджига, которая нам поможет в том числе для обеспечения уверенного, надежного поджига дуги на грязном окислившемся металле. Есть еще приятный бонус. Тут еще даже пенальчик есть. Остался. Предусмотрено для запасных частей. Очень компактно. Оборудование по функционалу полностью идентично старшему брату модели Invertec, за исключением, что Tiger работает однофазной сети 220 вольт, а Invertec трехфазная сеть от 280 до 450 ампер выдают при
ПВ 100%. Данная модель Invertec 350 AC/DC представлена в мощностном показателе 350 ампер при 100% ПВ. Значит, функционально абсолютно идентичное меню, как на младшем брате Tiger. То есть это удобно в чем? Работаем сегодня на однофазном мобильном оборудовании, переходим на промышленное. Функционал сохраняется, меню, настройки, все абсолютно то же самое сохраняется. Очень удобно. Такие же аналогичные помощники присутствуют. Есть меню памяти, включает в себя 1000 ячеек. Для механизированной сварки плавящимся электродом, в народе полуавтоматическая сварка, значит, представляем Focus RP модель. Данная модель оснащена полным возможным функционалом с возможностью сварки алюминиевых сплавов, режим пайки, режим сварки углеродистых сталей, режим сварки аустенитных сталей. В интуитивно понятном управлении, так же как и на предыдущем видео по аргону, 4 пиктограммы, 4 кнопки по углам. Меню домой-назад, аналогично как на Android-системе. Выбираем свариваемый материал, углеродистая сталь, выбираем диаметр сварочной проволоки, тип защитного газа и выбираем собственный процесс. Доступны 5 процессов: режим сварки корневых проходов, управляемый каплей перенос, импульсный режим, сфокусированная стандартная дуга и сфокусированная импульсная дуга. Выбираем режим, устанавливаем. Кому как удобно. Кто по скорости подачи проволоки ориентируется, кто-то привык ориентироваться по силе тока. Интуитивно, понятно. Оборудование готово к работе. Данное оборудование может быть представлено в докомпактном исполнении с возможностью работы с отдельным выносным механизмом подачи. Комплектуется шланг-пакетом до 30 метров, мощностной индекс до 450. По факту выдает 550 ампер. Новинка этого года – компактная инверторная плазма. Модельный ряд 65, 105, 125 ампер. Вот. Ударопрочный жидкокристаллический экран. Удобный регулятор, мобильность, компактность, надежность. По мощности реза 125 источник, рекомендую заявленная, возможная толщина резки до 50 мм. Вот. 100-й источник качественно режем до, вот это данная 100-я модель, качественную 25 мм качественный рез. Вообще можно, в принципе, до 35 мм. На данном источнике. Для увеличения производительности при аргонно-дуговой сварке можно дополнительно укомплектовать механизм подачи сварочной проволоки. Значит, сварочная проволока подается к зоне сварки. Мы устанавливаем, настраиваем скорость подачи сварочной проволоки. Если работает оборудование в комплекте с источником РЭМ Invertec, дополнительно существует функция синхронизации. При использовании функции сварки во временном импульсе выставляется время силы тока и время импульса для пикового тока и для базового. Синхронно механизм подачи проволоки будет подавать проволоку согласно установленным значениям скорости подачи V1 для пикового тока и скорости подачи V2 для базового тока. Как видим, индикаторы T2 и T1, то есть время импульса, не активны, так как оборудование по цифровой шине полностью синхронизируется с источником питания. Достигается это путем применения шагового двигателя в механизме подачи взамен двигателя постоянного тока. Единственный в своем роде, который применяет как раз шаговый двигатель, сервопривод для того, чтобы четко, правильно дозировать проволоку. Дополнительно есть такие функции, как обратная оттяжка проволоки, для того, чтобы после окончания сварки сварочную присадку извлечь из ванны. Вот, поэтому после окончания сварки проволока небольшим движением уходит назад. Возможно комплектация, в принципе, любыми горелками под задачи клиентов. В базе идет 450 горелка.
Добрый день, меня зовут Артем. Представляю компанию Aptrel. Попросили рассказать о сварочной маске Crystal 2.0. Уникальна своей начальной светопропускаемостью. 2.1 – это 31% светопропускания. Видно практически, как через простое стекло. Цветопередача 98,5%. Будете видеть картинку в полном спектре цветов. Практически близко к реальной, на 1,5% меньше, чем вы видите сейчас без очков, безо всего. Начальная степень затемнения 2.1, при сварке от 4 до 12 дин. Есть ручной режим затемнения, который разбит на два диапазона, от 4 до 8 и от 8 до 12 дин. Соответственно, если мы вручную регулируем затемнение, перещелкиваем в МАН ручной. Если малые токи, вторым переключателем 4.8, серый фон, черные цифры. Здесь шкала. Серый фон, черные цифры от 4 до 8 дин. Если токи больше, перещелкиваем второй переключатель вверх, серый фон, белые цифры. Здесь шкала, серый фон, белые цифры от 8 до 12 дин. Либо можно работать в автоматическом режиме. Автопилот называется в компании Aptrel. Здесь уже третья шкала с положением N. Авто. Потенциометр в положении N, и задается среднее базовое затемнение. Как правило, 99% сварщиков оно устраивает. То есть независимо, на каких бы токах вы не работали, 5 ампер либо 250 ампер, у вас всегда будет одинаковая, четкая, контрастная картинка, ни светлее, ни темнее. Либо если сварщик работает на педали. Если же человеку в автоматическом режиме в положении N нейтраль покажется, что светловато либо темновато, всегда в этом режиме авто можно до 2 дин плавно либо затемнить, либо высветлить. Тем самым один раз откалибровав под себя, потом к этому вопросу никогда касаться не нужно. Ни на каких бы токах вы бы не работали. Есть режим зачистки. Нажав кнопочку Green, мы отключаем светофильтр. Отключили светофильтр, у нас внутри будет мигать красный индикатор. Он сигнализирует о том, что светофильтр отключен. Если этот индикатор будет мигать зеленым цветом, это значит, что заряд батареи равен около 20%. Включается режим шлифовки по нажатию. Если включить и не выключить, то через 10 минут снова перейдет в режим сварки, как защита от дурака. Легкий вес щитка 485 грамм. Вместе с оголовьем. Хороший баланс на голове. Расходники все в наличии есть, Aptrel никуда не уходит, регулярные поставки, прямые, склад поддерживается процентов на 25-30 больше, чем по состоянию на январь месяц. Внешняя линза сферическая, что определенный плюс для потолочной сварки. Резиновое уплотнение, что сварщики оценят. По максимуму защищает от светофильтра, от попадания на него пыли, грязи и наслоения дыма. Большая солнечная батарея, 2 батарейки. CR2032. Служит долго, если правильно хранить. Важно после работы просто убирать щиток в темное место. Потому что если оставить перед люминесцентным светом, либо где-то будет искрить кто-то, он будет тратить энергию батареек, тем самым подпитки получать не будет. Эти батарейки нужны только для первого старта, чтобы он затемнился вовремя. Потом он получает подпитку исключительно от солнечной батареи. То есть дуга, солнечная батарея, все, светофильтр работает. Регулировка угла срабатывания, но это больше актуально там, где сварщики работают в близости друг с другом. И когда один закончил сваривать, видимость у него позволяет не поднимать щиток, у него светофильтр начинает затемняться на соседа. Это мешает. Он может либо отключить светофильтр, нажав кнопочкой Green, либо вот этот флажок, где сейчас сенсоры крайне находятся в широких окошках, он может сдвинуть. И крайние сенсоры будут находиться в узких окошках. То есть мы ограничиваем количество ложных срабатываний с 80 до 60 градусов. По цене рекомендованная розничная цена, ну, плюс-минус, можно пройти по ссылке aptrel.com.ru и посмотреть рекомендованные розничные цены. Crystal может быть сейчас как в серебристом, так и в черном цвете. В серебристом розничная цена порядка 55 тысяч, в черном цвете будет стоить порядка 49 тысяч. Оголовье Aptrel Isofit, оно не идет в комплекте с Crystal, это уже я на него установил, это оголовье. Оно идет на всех щитках из серии Panoramax. Да, оно легкое, оно удобное, оно регулируется затяжкой по всем направлениям. Один раз под себя налобную часть отрегулировали, затылочную часть отрегулировали. Потом храповичком просто плавно затягиваем. Да, если надо отпустить полоборота влево, все, он свободен. Кому-то, если кажется хлипко, на самом деле это канатная сталь в оплетке. Я, конечно, ожидал от этой выставки больше пользовательского
оборудования, чем промышленного, но, к сожалению или к счастью для нашей страны, здесь очень много представлено всяческих роботизированных систем. Я посмотрел то, что хотел, и, в принципе, разочаровался или подтвердил свое мнение в остальных фирмах. Поэтому напишите в комментариях, какие выставки вы бы хотели посетить, какие знаете, и на каких интересно было бы узнать обзорчик. Ну что ж, попробовал я варить на этом новом аппарате. Ради него я и поехал на эту выставку, потому что я никак не ожидал, что такое маленькое устройство может настолько хорошо работать. И теперь я знаю, что у меня будет в моем листе желаний на Новый год. Это приобрести такой аппарат. Я надеюсь, что мой обзор по этой выставке вам понравился. Так что подписывайтесь на канал, ставьте там лайки, дизлайки. А на этом-то все. Всем удачи, всем пока.